Бремя ухода за своим близким – это всегда тяжелое бремя. Как бы и много у нас не было сил, и много не было любви к нашему близкому. В какой-то момент все равно наступают срывы и выгорание. Выгорание – это не когда ты больше не можешь ухаживать, а это когда у тебя просто нет сил даже эмоционально на это реагировать. Очень важно найти техники защиты и поддержки своего ресурса. Если даже вы махнули рукой на себя, что неправильно, но очень нередкая ситуация, поймите, что если у вас не будет сил держаться самому, вы не сможете поддержать своего близкого. Настолько, насколько хватит вашего ресурса, это то время, которое вы сможете дать своему близкому. В этом видео эксперт фонда, психолог Мария Литвинова расскажет о техниках поддержки и самоподдержки в ситуации выгорания и почему выгорание – это нормально. Добрый день, меня зовут Мария Литвинова. Я врач, терапевт, клинический психолог, руководитель медицинских программ фонда «Старость в радости». В этом видео я расскажу о 5 простых вещах, которые помогают в процессе ухода за пожилым близким избежать эмоционального выгорания. Первая простая вещь – это делать паузы. Не какой-то замечательный отдых на море. Иногда достаточно 10 минут побыть одному. Можно выйти на улицу, подышать воздухом. Можно в тишине выпить чашку чая. Можно закрыться в комнате или даже в ванной и просто побыть в одиночестве. Пауза необходима в жизни человека, который находится в постоянном процессе ухода за своим близким пожилым родственником. Иначе происходит то самое выгорание. Истощаются даже очень сильные, очень любящие люди, к сожалению. Поэтому короткие, но регулярные паузы являются обязательной частью профилактики выгорания и самоподдержки. Второе – это обращаться за помощью. Просить помощь можно и нужно, и принимать помощь без чувства вины, без чувства стыда – это очень важный навык. И просить помощь можно в разных местах. Можно оглянуться на круг своих близких, семья, родственники, друзья. Кто-то, возможно, готов помочь. Можно обращаться в медицинские и социальные организации, можно обращаться в фонды. С чем часто приходится сталкиваться в практике, что люди обращаются за помощью слишком поздно, когда их ресурсы практически на нуле. Давайте мы сразу с вами поймем, что если вы столкнулись с ситуацией ухода, то это ситуация, которая требует колоссального ресурса, физических сил, эмоциональных сил, финансовых ресурсов. И вам точно понадобится помощь, поэтому ее искать нужно начинать сразу, пока у вас на это у самого есть силы и ресурс. Потому что в ситуации, когда человек истощен, когда он потратил весь свой ресурс на уход за близким, уже бывает поздно обращаться за помощью, потому что при позднем обращении за помощью эффект от нее будет совершенно не тот, и вы все равно рискуете попасть в состояние эмоционального выгорания. Третий момент, который хорошо бы использовать, когда вы оглянулись, посмотрели, кто потенциально мог бы помогать, следующий важный момент – это делегирование. То есть собрать своих близких, собрать своих друзей, тех, кто есть в ближайшем окружении, и понять, а кто что может делать. Пусть даже немного, но какую-то часть своих задач, своего функционала разделить. Какие-то задачи уменьшить, снизить, за них ответственность. И прямо садимся и обсуждаем, можешь ли ты взять на себя оплату счетов, можешь ли ты взять заказ продуктов на себя, можешь ли ты ходить в аптеку и получать лекарства для нашей мамы, папы, того человека, за которым осуществляется уход. Здесь не обязательно все записывать в договоре, но проговаривать все очень нужно четко, внятно, кто за что и с какой периодичностью отвечает. И даже если люди готовы взять на себя какую-то не очень большую задачу, то с того, кто непосредственно ухаживает и несет основную нагрузку, все равно это снимает несколько напряжения. И чем более конкретно вы поставите задачу перед своими близкими, перед друзьями, тем больше вероятность, что люди с ней справятся. Потому что, во-первых, они с открытыми глазами понимают, что требуется, сколько на это им нужно времени, как они это будут осуществлять, и говорят «да», либо говорят «нет», вы ищете кого-то другого, кто сможет помочь. Одна женщина, что-то 57 лет, ухаживает за своей мамой. Она уже не разговаривает, часто уже не открывает глаза. Дочка каждые 2 часа меняет положение тела, прибегает из музыкального колледжа, где она работает преподавателем. Ей не хочется и невозможно бросать работу, и, очевидно, нельзя оставить маму. Она делает все, чтобы мама была максимально ухожена и дает ей всю помощь, которую может. Социальные службы, мы все вместе включились, могли организовать дополнительную поддержку. Дочка не прибегает каждые 2 часа, у нее появилось хотя бы какое-то время, чтобы она могла быть на работе и сохранять свою идентичность как преподавателя. Одно из стонов дочки было, что я не вижу там мою маму, в этом человеке больше нет моей мамы. Я буду ухаживать до последнего. Но если бы я хоть немножко видела в этой оболочке близкого, родного человека, мне было бы гораздо больше сил. И в этот момент мы спросили, какую песню любила мама и поют ли они вместе.
вместе. Дочка, естественно, удивилась, сказала, куда ж петь, и, в общем, не до песен, какие тут могут быть песни. Но вспомнила, что мама попала под депортацию, и в теплушке они пели песню «Белым снегом». Я петь не умею, мелодии все перевираю, но, тем не менее, мне очень хотелось, чтобы дочка увидела, что мама рядом. Я присела на колени рядом с ее мамой и запела тихонечко, как помнила мелодию «Белым снегом, ночь метельная, эту стежку замела», что-то такое. В этот момент случилось то, чего и должно было случиться. Пожилая женщина открыла глаза, стала искать глазами источник звука, на лицо у нее даже не то, что улыбка была, а скорее гримаса, потому что переврала я все ноты, которые были, и пела я отвратительно, не помнила мелодию. Дочка тут же затянула правильно, как она помнила, как пела мама, и в этот момент мама улыбнулась. Она закрыла глаза и лежала, улыбалась, и следила, зрачки бегали, она следила за дочкой, которая пела. Дочка расплакалась, обняла маму и сказала: «Спасибо, ты тут». Вот. Это очень важно, чтобы мы все, чтобы ухаживающие родственники могли давать себе вот эти якорьки, крючки, как увидеть, что близкий рядом. И если наш близкий уже совсем далеко, его возвращает музыка, любимые песни, его возвращают запахи, то, что было в молодости, и тактильные ощущения. Все это не стоит ни копейки, но нам редко хватает сил обратить на это внимание. Берегите себя. Это один из источников ресурса увидеть, что близкий рядом. И вы его любимый, родной человек, даже когда он вас не узнает. Наш фонд оплачивает подменных сиделок, дает возможность передохнуть семьям в крайней беде. Все это мы делаем благодаря тысячам и тысячам добрых людей, которые приходят на помощь другим людям, кто нуждается в этой помощи. По ссылке можно поддержать наш фонд, можно пожертвовать любую сумму, которая вам комфортна, 200, 300, 500 рублей. Самое большое счастье, когда вы ставите галочку регулярно, потому что тогда мы можем планировать, что мы сможем оплатить уход или обеспечить ту или иную помощь хотя бы в какой-то обозримой перспективе. И еще раз, если вам самим нужна помощь, если вам некому помочь, или вы не знаете, как обратиться в соцзащиту, что вы можете получить от системы соцпомощи, или вы уже все испробовали и не находите решения, приходите к нам, давайте искать варианты вместе. Мы уверены, что в любой ситуации можно найти, если не выход, то хотя бы сделать ее хоть немного менее мучительной. Четвертый важный момент – это некоторый ритм или структура дня, недели, может быть, какого-то жизненного периода. Потому что, когда ты ухаживаешь за своим близким и живешь в состоянии тушения пожара, жизнь гораздо сложнее становится. И хорошо бы попробовать создать хотя бы минимальную структуру, когда ты занимаешься уходом, когда ты занимаешься бытовыми делами, когда у тебя время для себя, на свои какие-то дела и на свою какую-то занятость, когда время для отдыха, в какое время от кого ты получаешь какую помощь. Когда появляется такая структура, то дышать становится легче, потому что, во-первых, любой ритм и любая структура, они дают опору в любом хаосе, какой бы ни происходило вокруг. Во-вторых, и человеку, который осуществляет уход, и человеку, который нуждается в уходе, когда есть некоторая предсказуемость действий, становится легче. И очень важно планировать время для себя и время на себя. Время не только на свою занятость, но и на какие-то приятные для себя вещи. Встречи с друзьями, походы в театр, искать, кто и как может тебе помочь в этот период побыть с твоим близким, чтобы ты мог насладиться жизнью, не поставить на себе крест, потому что чем больше ресурсов у тебя, чем больше у тебя вдохновения, радости приходят извне, и ты в себя его впускаешь, тем больше у тебя возможности качественно помогать своему пожилому близкому человеку. Да. Есть такая пресловутая, достаточно избитая фраза, которую мы часто слышим в самолете: сначала наденьте маску на себя. Но за ней на самом деле большой и глубокий смысл, потому что если мы наполнены ресурсом, если у нас много энергии, если мы сами можем радоваться жизни, то у нас хватает сил и возможности помочь своему близкому человеку. Пятое. Не требовать от себя идеальности. Вы можете уставать, вы можете злиться, вы можете иногда срываться, что-то может получаться не самым лучшим образом, не так, как вы задумали или хотели. Помните о том, что вы просто живой человек в сложной ситуации. И не можете быть всегда идеальным, всегда правильным, всегда спокойным, всегда легко все решающим. Вам может быть трудно. Чего не стоит делать, когда вы ухаживаете за своим пожилым родственником? Не стоит говорить себе таких фраз, как «я должен справиться», «я все смогу», «мне не нужно обращаться за помощью». Тогда получается, что вы не признаете ту усталость, которая у вас появляется, а усталость, сохраняющаяся внутри, все равно рано или поздно найдет выход. Просто этот выход будет в виде болезни, в виде злости, в виде агрессии. А хорошо бы дать этой усталости имя, проговорить все свои чувства и обратиться за помощью для того, чтобы вам стало чуть-чуть полегче. Потому что обычно вот родственники, которые приходят, они как раз находятся в ситуации, что я тут на последнем издыхании, я столько сил и средств всего-всего потратила, или я такой герой геройский, который там все делает, держит. И это выглядит внешне как сила, а на самом деле это путь к истощению и одиночеству.
И если вовремя пользоваться помощью, делегировать, брать паузы, находить время на себя, в общем, все то, о чем мы сейчас говорили, то тогда получается лучше помогать близкому. Это не эгоизм, а это, собственно, возможность лучше помочь, сохранив при этом себя. Не потому, что я герой, не потому, что я жертва, а потому, что я люблю своего близкого человека, я хочу, чтобы ему было лучше. И когда есть смысл, это кто-то еще Ницше, по-моему, говорил, что когда есть зачем, можно выдержать любое как.